Добрый день, меня зовут Светлана Крылова, я психолог, и сегодня хочу поговорить о 4 типах свидетелей Иеговы. В первую очередь, это видео будет полезно вам, если ваши друзья или знакомые являются или являлись свидетелями Иеговы. Информация из этого видео поможет вам наилучшим образом понять их, также найти пути взаимодействия с ними. Также это видео будет вам полезно, если вы сами когда-то были членом организации и вышли из нее. Сразу говорю, что это не моя типология, она уже существует, но это то, как она выглядит в русскоязычном формате. Итак, если вы посмотрите на экран, то вы можете увидеть, что существует 4 типа, и они разделены в зависимости от того, где физически и ментально находится человек. Физически он может посещать встречи, собрания и участвовать в проповедническом служении, рассказывать людям о своих религиозных убеждениях. И ментально это то, насколько он все еще верит в учение организации. Итак, первый тип – это FOMO, это когда человек физически остался и ментально он остался. Он полностью вовлечен в организацию, он посещает встречи, ходит в служение и так далее. Возможно, у него возникают все же сомнения в учении организации, которые часто меняются, но все-таки он обращается за помощью к старейшинам, когда у него возникают какие-то вопросы. Но, как это часто бывает, что ему говорят в ответ, есть такой типичный ответ, что будь терпеливым и жди, когда Иегова прольет свет на этот вопрос. И он просто складывает все свои сомнения на полку и ждет. И иногда, конечно, эта полка обрушивается, но все же иногда это остается на полке, и ничего не происходит. Поэтому он остается свидетелем Иеговы. И также второй тип – это FOMO, когда человек физически ушел и ментально остался. То есть он редко посещает встречи, собраний или совершенно не посещает. Может быть, он исключен, его лишили общения. Но он все еще полагает, что учение свидетелей Иеговы – это единственная истинная религия. Это у них та самая истина. И это даже вне зависимости от того, лишили человека общения за какой-то проступок, или он сам по каким-то причинам, разногласиям перестал посещать собрания, он все-таки может все еще верить, что это истина. Особенно сейчас, в свете последних событий с коронавирусом, когда никто из людей не знает, а что будет дальше, и куда это все идет, не конец ли это света и так далее. Многие люди, которые были лишены общения, думают, а что, если это все-таки истина, что если все свидетели бравы, а вот меня лишили общения, и теперь я не знаю, что мне делать со своей жизнью. И многие люди все еще, они не свободны. Если они даже сами вышли из организации, они также могут сомневаться. И вне зависимости от того, сколько лет, возможно, прошло 10-15 лет, но все еще где-то у них там на подкорке возникают такого рода сомнения, и именно эти сомнения мешают ему жить и наслаждаться жизнью в полной мере. Также важно помнить, что когда человека лишают общения, то вся его семья, друзья остаются в организации, и им запрещено говорить даже слова приветствия этому человеку. И когда человек выходит из организации, он теряет все эти связи. Бывает, что человек, он вырос в организации, у него есть друзья там, прошло 20-30 лет, и он не знает, он полностью потерян, и он не знает, что ему делать с жизнью.
Также вопрос образования. Действующим свидетелям Иеговы именно советуется не посещать высшее учебное заведение и не получать высшее образование, потому что скоро эта система вещей завершится, поэтому зачем же будем вкладываться в этот мир? Лучше сделать что-то для Иеговы и для того будущего, которое люди будут иметь. И поэтому, когда человек уходит из организации, у него нет ни образования, ни связей в мире, то есть тех самых жизненно важных опор и друзей, людей, которому человек может доверять. И все вот это вот необходимо как раз ему простраивать. Много других вещей, которые могут ментально удерживать человека, это также когда только человек выходит из организации, он часто делает все, он пускается во все тяжкие, он делает все, что организации, члены его семьи ему запрещали. Это алкоголь, наркотики и так далее. И даже по прошествии многих лет человек может все еще пытаться, он живет не для себя, он живет для тех людей, которые остались в организации, и он все еще пытается им что-то доказать. Доказать, что он может жить без них, что он достаточно хорош для них, даже когда он вышел из организации. Но человек все еще не свободен. То есть он живет не для себя, а для тех даже, возможно, осознанно или неосознанно, но он все еще пытается что-то доказать тем голосам в своей голове, голосам своих друзей, которые остались в организации. Также третий тип – это фому, когда человек физически остался в организации, но ментально ушел. То есть он осознает те самые ошибки в учениях организации и больше не верит, но все еще ходит на собрания. И таких людей очень много, и они носят маски, они притворяются, что они все еще верят в учение организации. И это очень связано с теми самыми жизненно важными опорами, с друзьями, семьей и так далее, которые все еще в организации. И для них очень ценно сохранить это общение. Для других людей это опора на структуру. То есть это моя жизнь. Я вырос среди этих людей, среди вот этого мировоззрения. Я не очень верю или совсем не верю в это, но это то видимое, что у меня есть. Если я уйду оттуда, то куда я пойду? Человек думает, что ему некуда идти. Это то, как он искренне себя ощущает, что ему некуда уйти, если он сразу откажется от всего этого. И поэтому он предпочитает носить маску. Но это также делает его несвободным, поскольку, когда он посещает встречи собрания, он носит маску для этих людей. То есть он создает картинку того, что он все еще в это верит. С людьми вне организации он может быть собой, но он все же знает, что часть его жизни он не может быть там настоящим. Потому что если он будет там настоящим, то люди от него отвернутся, его отвергнут. Поэтому он вынужден жертвовать этой частью своей жизни. И таким образом он свой среди чужих и чужой среди своих. И бывает очень, очень непросто жить с этим. Интересно, что вот эти два типа, фому и фуму, человек, который физически остался, ментально ушел, физически ушел, ментально остался, это те два типа, которые чаще всего приходят в терапию, на консультацию. И также это, возможно, долгий процесс, но все-таки это возможно, преодоление всех этих внутренних барьеров и поиск себя. Здесь я кратко описала те самые наиболее частые случаи. Конечно, есть очень много других индивидуальных трудностей, с которыми люди сталкиваются. Это и в отношении фому, это и вопрос смысла. То есть здесь в организации мне понятно, то есть организация, кроме того самого
общения и людей вокруг, она дает те самые смыслы, а для чего все это? А для чего мне нужно каждый день вставать с утра и идти куда-то? Какой в этом всем смысл лично для меня, для моей жизни? И организация дает это. И поэтому вот это одна из тех вещей, которые очень, очень трудно оставить, потому что пока что у человека нету опоры, нет тех самых ценностей вне организации, к которым он может стремиться. Со временем это можно найти, зарастить и практиковать, но пока нету, и поэтому он предпочитает вести такую так называемую двойную жизнь, когда у него внутри противоречия, но внешне он играет другую роль. И четвертый тип — это фуму, когда человек физически ушел и ментально ушел. То есть он полностью освободился от этого учения, он больше в это не верит, и он не посещает встречи собрания. То есть он полностью от этого освободился и живет и радуется жизни. Главное, чтобы человек был честен самим собой и радовался жизни. То есть если любой из этих людей, он в самом деле он рад жизни, его все устраивает, то я очень рада за него. То есть или это фомо, когда человек в организации, и он счастлив, полностью счастлив, или это фомо, когда человек вышел из организации, и он просто счастлив, то это прекрасно, это и нужно. И я работаю чаще всего именно с этими людьми, фому и фуму, когда человек физически ушел, ментально остался, или он физически остался, но ментально ушел из организации. И я предлагаю первую бесплатную 20-минутную консультацию, на которой мы как раз можем обсудить те самые общие вопросы и понять, куда мы можем двигаться дальше. Поэтому под этим видео вы можете найти мои контакты, свяжитесь со мной и можете смело задавать ваши вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.